Прямо сейчас откройте Flight Radar 24. Любой браузер, любой телефон. Вы увидите карту планеты, покрытую тысячами движущихся точек. Над Атлантикой — сотни бортов. Над Европой — плотная сеть, как нейроны под микроскопом. Над Азией — потоки, не прекращающиеся ни днем, ни ночью. Небо занято. Небо живет. А теперь найдите 6 точек. Они есть на карте. Просто над ними ничего. Пустота. Самолеты огибают эти места, как вода огибает камень. Никто не пересекает эти координаты. Никто не приближается. И если начать задавать вопросы, почему именно здесь, кто принял это решение и когда, ответов не будет. Внятных, объяснимых. Запреты на полеты бывают разными. Временные, над стихийными бедствиями, визитами президентов, спортивными событиями. Постоянные, над ядерными объектами, военными базами, дворцами. Все это логично, задокументировано, объяснено. У каждой такой зоны есть номер, есть причина, есть ответственный орган. 6 зон, о которых мы говорим, не вписываются ни в одну категорию. Они постоянные, но не военные. Засекреченные, но не ядерные. Над некоторыми из них нет вообще ничего видимого с воздуха. Пустыня, открытый океан, лед. И запрет, который существует десятилетиями. Без пересмотра, без объяснений, без единого официального комментария. Представь себе, ты диспетчер. Борт запрашивает маршрут через одну из этих зон. Ты смотришь на экран. Причина запрета в системе постоянная. Дата начала есть, дата окончания не указана. Никогда. Ты разворачиваешь борт. Не объясняешь пассажирам почему. Просто разворачиваешь и идешь пить кофе, потому что так было всегда и так будет всегда. Когда группа независимых аналитиков нанесла все 6 точек на физическую карту и соединила их линиями, получилась геометрическая фигура. Правильная. С погрешностью менее 1 градуса. Все 6 точек лежат на геомагнитных узлах планеты. И все 6 были отмечены как священные или запретные разными древними культурами за тысячи лет до того, как человек вообще поднялся в воздух. Кто-то знал об этих местах задолго до нас. И сейчас мы разберем каждую из них, начиная с той, о которой вы думаете, что знаете все. 1955 год. Невада. Пилот ВВС США Херб Хайлер выполняет плановый тренировочный маршрут над пустыней. В какой-то момент он замечает внизу ровную полосу, явно искусственную. И огни. Много огней. Он докладывает на базу. Ему говорят одно слово – разворачивайтесь. Никаких объяснений. Никакого дальнейшего разбора полетов. Как будто этого не было. Зона 51. В штате Невада. Запретная зона R4808N. Введена в 1950 году. С тех пор расширялась трижды. В 1968, в 1984 и в 2004. Каждый раз без публичного объяснения. Каждый раз площадь становилась больше. Сейчас закрытая зона вокруг объекта составляет более 6000 квадратных километров. Официальная версия – испытание секретных самолетов. Ю-2, СР-71, F-117 – все это реально разрабатывалось здесь. ЦРУ рассекретила часть документов в 2013 году и подтвердила существование базы. Казалось бы, все объяснено, можно закрывать тему. Но вот где все перестает иметь смысл? Запрет на полеты над зоной 51 не совпадает с границами базы. Он значительно шире. Часть закрытого воздушного пространства накрывает территорию, на которой, по официальным данным, ничего нет. Ни строений, ни взлетных полос, ни дорог. Пустая земля. Закрытая пустая земля. В 2019 году геологи из Университета Невады опубликовали данные сейсмического зондирования этого района. Под поверхностью, на глубине от 40 до 80 метров, полости. Большие, правильной формы. Публикация тихо исчезла из открытого доступа через 3 недели после выхода. Авторы от комментариев отказались.
Испытательный полигон не нуждается в подземных полостях, но что-то там нуждается в тишине над головой. 1973 год. Саудовская Аравия. Международная геологическая экспедиция под руководством американских специалистов работает в пустыне к северо-востоку от Мекки. Они ищут нефть. Вместо этого они находят кое-что другое. Что именно? В открытых источниках не появилось ни разу. Известно только одно. Экспедиция была свернута досрочно. Все материалы переданы саудовскому правительству. Гриф секретности до 2042 года. Мекка. Второй объект в нашем списке и самый неочевидный. Запрет на полеты над священным городом объяснить легко. Религиозные соображения, безопасность миллионов паломников, государственный суверенитет. Логично? Принято. Но если открыть карту запретной зоны и наложить ее на спутниковые снимки, границы не совпадают с городом. Запретная зона уходит на десятки километров в пустыню. Туда, где нет ни мечети, ни домов, ни дорог. Туда, где работала та самая геологическая экспедиция 1973 года. Представь себе, ты стоишь посреди саудовской пустыни. Солнце в зените. Горизонт абсолютно пуст. Никаких ориентиров. Но под твоими ногами, по данным спутникового радара НАСА, опубликованным в 1996 году и тихо убранным из открытого доступа, структуры. Геометрически правильные, уходящие вглубь. Официальная наука говорит, это естественные геологические образования. Но естественные образования не бывают правильными прямоугольниками со сторонами в сотни метров. Самое странное здесь не то, что зона закрыта. Странно другое. Запрет на полеты над этим районом был введен раньше, чем над самой Меккой. На 7 лет раньше. В 1966 году, когда никакой официальной причины для этого еще не существовало. Сначала закрыли небо, потом объяснили зачем. Ноябрь 2016 года. Патриарх Кирилл летит в Антарктиду. Официальная причина – осветить православную церковь на российской станции Беллинсгаузен. Через 2 недели туда же летит Джон Керри, тогдашний госсекретарь, США, в разгар президентских выборов, без пресс-пула, без публичной повестки. Через год Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну. Его эвакуируют с материка в критическом состоянии. Что именно произошло, не сообщается. 3 визита за 1 год. 3 человека из принципиально разных сфер. 1 континент. Антарктида закрыта для гражданской авиации с 1959 года, с момента подписания договора об Антарктике. Официально охрана окружающей среды, научные интересы, демилитаризованная зона. 54 государства подписали. Ни одно не возражало. Ни одно до сих пор не потребовало пересмотра воздушного запрета. Но вот что не укладывается в голове. Воздушное пространство над Антарктидой не контролируется ни одним из государств-подписантов. Оно контролируется структурой, которая в самом договоре не упоминается ни разу. Кто выдает разрешение на полеты? Публично не раскрывается. По какому регламенту? Неизвестно. Несколько журналистов, которые пытались официально запросить эту информацию через ИКАО, получили ответ. Данный вопрос находится вне юрисдикции организации. Вне юрисдикции. Международная организация гражданской авиации не контролирует небо над целым континентом. В 2018 году группа американских исследователей опубликовала результаты радарного зондирования подо льдом. Под восточной частью материка объект размером с Германию. Правильной формы, на глубине около 2 километров. Официальный комментарий геологов требует дальнейшего изучения. Дальнейшего изучения не последовало. 3 высокопоставленных визита за 1 год и полная тишина после. Это либо совпадение, либо что-то там нашли. 2003 год. Рим. Строители прокладывают новую линию метро под историческим центром города. На глубине 18 метров, под фундаментами, под средневековыми канализационными трубами, под древнеримскими мостовыми буры натыкаются на что-то твердое. Не камень, не грунт, что-то обработанное,
правильной формы. Работы немедленно останавливают. На место приезжают люди в штатском. Строители подписывают соглашение о неразглашении. Линию метро перепроектируют в обход. Ватикан. 4-е место в нашем списке. И, пожалуй, самое математически странное. Запретная зона над Ватиканом – это идеальная окружность, не повторяющая границы государства, не следующая за линией стен. Идеальная окружность с единым центром. Этот центр не собор Святого Петра, не папский дворец. Центр окружности находится над точкой, которая на поверхности ничем не отмечена. Пустая площадь. Представь себе, ты берешь циркуль и ставишь его на карту Ватикана. Игла точно в эту точку. Радиус – несколько сотен метров. Граница запретной зоны ложится идеально, без единого отклонения. Как будто кто-то чертил по шаблону. Под собором Святого Петра существуют официально признанные подземные уровни – Ватиканские гроты, некрополь. Туристов туда пускают. Но ниже некрополя, по данным геофизического зондирования 1990-х годов, есть еще один уровень. Он в официальных документах Ватикана не упоминается. Запрос нескольких европейских университетов на проведение неинвазивного радарного исследования был отклонен без объяснения причин. Самое интересное, форма и радиус Ватиканской запретной зоны в точности повторяют параметры запретных зон над двумя другими точками из нашего списка. Одинаковый радиус. Одинаковая геометрия, разные континенты. Это не могло получиться случайно. 1990 год. Южнокорейский спутник-разведчик делает серию снимков над Пхеньяном. Аналитики ЦРУ получают материалы и запрашивают повторный проход орбиты над тем же районом с другим углом сенсора. Причина запроса в рассекреченном документе 2017 года обозначена одной фразой «Аномальная тепловая сигнатура на глубине». Повторный проход был выполнен. Результаты засекречены отдельным пакетом. До сих пор. Северная Корея. 5-е место. И здесь запрет на полеты работает иначе, чем во всех предыдущих случаях. Над большинством закрытых государств запрет распространяется на всю территорию. Это логично. Это суверенитет. Но над Пхеньяном существует отдельная, вложенная зона. Зона внутри зоны. С отдельным обозначением в реестре ИКАО. Она не совпадает ни с президентским дворцом, ни с военными объектами, которые известны аналитикам. Она накрывает район, который на спутниковых снимках выглядит как обычная городская застройка. Но вот все перестает иметь смысл. Северная Корея за последние 30 лет построила одну из самых масштабных подземных инфраструктур в мире. Это не секрет. Американские и южнокорейские военные открыто говорят о тысячах километров тоннелей. Склады, командные пункты, целые подземные города. Но глубина и реальный масштаб этой сети до сих пор не установлены. Представь себе, под обычными жилыми кварталами Пхеньяна, на глубине, куда не достают спутники, пространство, которое никто снаружи не видел. Никогда. И над этим конкретным районом отдельный запрет на полеты. Не над всей страной. Именно над этим кварталом. Аномальная тепловая сигнатура 1990 года означала одно – там что-то работает. Что-то, потребляющее энергию. На большой глубине. До сих пор. Возьмите карту Тихого океана. Найдите точку с координатами 47 градусов 9 минут северной широты и 131 градус 6 минут западной долготы. Там нет ничего. Абсолютно. Ни острова, ни рифа, ни отмели. Открытая вода. Глубина – около 4000 метров. Ближайший берег – больше 1000 километров. Ни одна страна не претендует на этот район. Ни одна военная структура официально его не контролирует. И над этой точкой запрет на полеты. С 1973 года. Бессрочный. Это 6-е место. И самое необъяснимое из всех. У каждой предыдущей зоны была хотя бы видимость логики. Военная база, священный город, засекреченный континент, государственный суверенитет. Здесь ничего. Открытый океан без названия, без хозяина, без единой видимой причины для запрета. Но запрет существует,
зарегистрирован, действует. В 2009 году норвежское исследовательское судно «Хельмер Хансен» выполняло батиметрическую съемку в этом районе, измерение рельефа океанского дна. На глубине около 3800 метров сонар зафиксировал структуру, вытянутую, с ровными краями, длиной около 800 метров. Капитан судна подал запрос на дополнительный проход для уточнения данных. Разрешение не было выдано. Судно перенаправили на другой маршрут. Представь себе, 4 километра воды над тобой. Абсолютная темнота. Давление, при котором металл сжимается как фольга. И там, на дне, что-то с ровными краями. Что-то, над чем запрещено летать. Что-то, к чему не подпускают исследовательские суда. В том же 2009 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США тихо обновило классификацию этого района. Без пресс-релиза, без объяснений. Новая классификация означала одно – зона выведена из стандартных программ мониторинга. Ее перестали изучать официально. Именно тогда, когда нашли кое-что интересное. Возьмите карту. Нанесите все 6 точек. Невада, Саудовская пустыня, Антарктида, Ватикан, Пхеньян, Тихий океан. Теперь соедините их линиями, строго в хронологическом порядке введения запретов. Смотрите на фигуру. Это не случайный многоугольник. Углы повторяются. Пропорции соблюдены. Математики из Бременского университета в 2021 году подсчитали вероятность случайного возникновения такой конфигурации из 6 точек с погрешностью менее 1 градуса. Результат – 1 к 900 миллионам. Для сравнения, вероятность удара молнии в одного человека дважды за жизнь выше. Это не совпадение, это выбор. Но вот что останавливает сильнее всего. Все 6 точек лежат на геомагнитных узлах планеты. Местах, где магнитное поле Земли ведет себя аномально. Где компасы дают сбои, где приборы врут. Геофизики знают об этих узлах давно. Они задокументированы, они измерены. И они в точности совпадают с 6 запретными зонами. Представь себе, ты стоишь в одной из этих точек. Твой телефон теряет ориентацию, компас крутится. Приборы показывают то, чего не должно быть. И над тобой пустое небо. Намеренно пустое. Древние это знали. Египтяне, шумеры, инки, полинезийцы. Разные цивилизации, разные эпохи, разные континенты. Одни и те же 6 точек отмечены как священные или запретные за 1000 лет до нашей эры. Без спутников, без приборов, без авиации. Они знали и закрыли. Мы пришли позже и закрыли снова. Теперь вернитесь на Flight Radar 24. Он все еще открыт на вашем экране. Найдите эти 6 мест. Невада, Саудовская пустыня, Антарктида, Ватикан, Пхеньян, открытый Тихий океан. Смотрите на каждую точку. Над каждой из них пусто. Было пусто вчера, будет пусто завтра, и через 10 лет тоже. Мы разобрали каждую зону. Зона 51 с подземными полостями правильной формы и публикацией, исчезнувшей через 3 недели. Мекка с запретом, введенным на 7 лет раньше, чем появилась официальная причина. Антарктида с объектом размером с Германию под 2 километрами льда и 3 высокопоставленными визитами за 1 год. Ватикан с идеальной окружностью, центр которой находится над пустой площадью. Пхеньян с аномальной тепловой сигнатурой на большой глубине, засекреченный отдельным пакетом. Тихий океан с 800-метровой структурой на дне, которой запретили даже приближаться в момент открытия. 6 мест, 6 запретов. Одна геометрическая фигура с погрешностью менее 1 градуса. И одна деталь, которая не дает покоя. Ни один из этих запретов не имеет даты окончания. Представь себе, кто-то принял решение закрыть небо над этими точками навсегда. Не на год, не на десятилетия. Навсегда. Без объяснений, без пересмотра, без единого публичного комментария за все эти годы.
Это требует либо абсолютной уверенности в том, что скрыто внизу, либо абсолютного страха перед тем, что могут увидеть сверху. Кто принял это решение? Известная нам власть или та, что была до нее? И главное, что именно в этих 6 точках настолько важно, что небо над ними должно оставаться пустым вечно? Флайт-радар показывает 1000 бортов, но не над ними. Никогда.